То есть еще раз. Так, сейчас идет запись. Даете ли вы добровольное разрешение на запись, на комментарий, который потом будет опубликован? Да, даю. Даете. Как вас зовут, имя, фамилия, отчество, год рождения? Рахманкулов Рафик Рушанович. День рождения 4 декабря 2002 года. Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы вообще сюда попали? 24 февраля утром мы пересекли границу, но когда мы пересекли границу, мы хотели развернуться, мы спросили у командира взвода, то, что как вообще так произошло и зачем. Он сказал, если мы повернем назад, то пограничники русские расстреляют нас. Он сказал, просто ехайте в колонии, связи у нас не было, ни рации, ничего. С того момента мы с ним связь не поддерживали, ехали в колонии, и в городе Ахтырка мы отбились от колонии. То есть ваше же начальство сказало, что вас расстреляют российские пограничники, если вы вернетесь обратно, правильно я понимаю? Да, все. Вы задавались вопросом, почему вы едете в Украину, почему вы пересекаете границу, правильно? Да. Но вы уже понимали, что вы едете в Украину именно в суверенное государство, и что вы думали для себя? Мы не знали, как поступить в этой ситуации вообще. И мы решили то, что при первой возможности, как получится, мы сдадим оружие и сдадимся в плен. Потому что мы не хотели воевать, мы хотели жить. Мы не знали, как поступить, еще можно. Скажите, я вас готовил как-то к этой беседе? Нет. Вы, как вот долго мы с вами разговаривали, прежде чем начали этот вот разговор, запись на видео? Меньше минут. Меньше минут. Скажите, пожалуйста, что в Украине происходит сейчас? Война это или это спецоперация? Это война. Это полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину, войск. Да. Смотрите, я вот на вас сейчас смотрю, я понимаю, что вы ребенок, у которого немного щетина окрепилась только. Как долго вы вообще вас тренировали, прежде чем бросить на войну в Украину? Нет, нас никак не подготавливали. То есть в части мы служили, у нас была чисто рабочка, мы там ходили в парк, убирались, там технику чистили. Это у нас половина техники не рабочей. А приехали в поля, это были мои, то есть первые поля. В полях мы тоже просто, обустраивали палатку, как бы у нас не было именно вот этих учений по должности. То есть Какая у вас должность военная? старший механик-водитель Урала. Но я ни разу меня не сажали за руль, то есть я, можно сказать, даже не водитель. Объясните, как такое может вообще быть? Старший водитель Урала, который ни разу не был за рулем Урала. Как это? Кто вы поехал? Кем вы поехали сюда? Я был пассажиром просто в машине. У пассажира был автомат? Да. Автомат Калашникова. Да. Сколько раз вы стреляли с автомата Калашникова до того, как поехать в Украину? До того, как поехал, 2 раза на стрельбах и на КМБ 1 раз 6 патронов. 2 раза на стрельбах и Сколько 1 раз на патронов? КМБ 6 патронов. На КМБ вот 6 патронов, а на стрельбах по 3 рожка, по-моему, я выстрелил. По 3 рожка, да, это много. Ну и вы как бы готовы были морально к тому, что вот здесь произойдет? Нет, я не был готов к этому. Вы понимаете, что и вы, и такие как вы, это просто вот их просто бросают массово, как пушечное мясо. То есть вы к этому не готовы, вы ничего не знаете, вы не знаете даже, что происходит. Вас просто везут массой просто для того, чтобы уничтожить. Вам повезло просто, что вы попали в плен. Вы это понимаете? Да, я думал об этом. Рафик, если бы сейчас была та же самая ситуация, вы все знаете наперед, что бы вы сделали в той ситуации, когда вас вот отправляют в Украину? Я бы еще, думаю, ночью, когда нас поставили в колонну, он, скорее всего, выпрыгнул из машины, остался бы там, в лесу. И когда все уехали, я бы просто вернулся в палатку. Что вы посоветуете другим гражданам России, молодым хлопцам, которых вот сейчас вот отправляют в Украину?
Мне кажется, надо собраться все вместе и просто сказать, что ну, никто не пойдет. Потому что даже офицеры, как бы, они многие знают, как бы, куда они едут сами, отправляют также людей. Но они никак не пытаются это остановить. Я понял. Скажите, пожалуйста, много ли националистов вы здесь нашли под маркой поиска которых вот вы ехали сюда? Нет. Ну, вообще, то есть, как сказать, я не знал, куда я еду. И, ну, вот как мне сказали уже, как, когда я узнал, с какой целью нас пустили, то есть я не видел как бы ни одного националиста. А кто это такие вообще? Как вы думаете? Ну, как сказать, это, ну, вот, допустим, люди, которые вот просто, ну, к этой нации, ну, относятся плохо, то, что вообще, ну, не переносят. Вот Какой нации? Ну, вообще, ну, слово националист, в смысле, я так понимаю этот смысл. Ну, вообще получается то, что как русские войска отправили, как будто, ну, Украина, как украинцы тоже. Ну, я понял. Ну, просто я имею в виду, такое. что вам рассказывали все время по телевизору о том, что здесь националисты какие-то, что вы едете воевать с националистами. Вы понимаете, с кем вы вообще приехали воевать или нет? Как сказать, я думаю, нет. Ну, вы понимаете, что вы воюете с вооруженными силами Украины? Ну да. И с территориальной обороной, то есть это люди, которые точно так же по собственному желанию вооружились для того, чтобы противодействовать российской агрессии. То есть кто такой полк Азов, например? Вот, Азов. Я не знаю. Это подразделение вооруженных сил Украины. Полк? Полк Азов. Азов. Ну, у вас же по телевизору все время рассказывали, что Азов это там страшные какие-то люди, которые как-то независимо от вооруженных сил Украины делают то, что они делают. Но на самом деле это одно из подразделений вооруженных сил Украины. Не больше, не меньше, такое же, как и все остальные. Ладно. Тут не получается беседа, потому что тут я что рассказываю только. Давай позвоним родственникам твоим. Хочешь? Давай. Останови запись. Я поняла. Да, сынок. Привет. Привет. Как вы там? Как ты там? Нормально. Мы в плену. Я знаю, что ты в плену, сынок. В части обращались? Давай, ну, что про оборону, в частности. Еще раз. Он плачет. Блин, мам, связь плохая, вообще не слышно. Ну, давай попробуем перенабрать. То не связи. Ну, это там связи. Да. Да. Давай еще один номер. Есть еще какие-то номера, да? Да, отец на работе должен быть. 70. 37, Что такое 37? 7 937, 937. 811, 0160, 811. 0163. Мы пытаемся как-то донести до россиян просто то, что происходит на самом деле в Украине, потому что они не понимают. Как думаешь, это плохое, что мы делаем? Нет. Как с тобой обращаются? Хорошо. Сколько раз ты кушал вчера? 3. 3 раза? А я раз. А сегодня ты кушал? Да. Попытка дозвониться до абонента, который пока что не успел открыть. Хорошо. Я думаю, что можешь от себя что-нибудь сказать вообще вот по этой всей ситуации, о своем положении теперешнем, о том, что ты хочешь передать кому-то. Это все увидят.
Ну, как сказать, ну, честно, я в шоке вообще с этой ситуации, то, что вообще русские войска вот так загнали. Ну ладно, загнали, типа, вот первые еще, как, ну, никто ничего не знал. А вот кто продолжает обстреливать, зачем? Просто. Но если бы мне приказ такой пришел, то что, типа, взять там, был я, допустим, артиллеристом, мне бы сказали взять и вот стрелять по мирным городам. Я бы не стал. Но вы уже понимаете, да, что это происходит, что именно Россия стреляет по мирным городам Украины, а не мы сами по себе, как рассказывают в российских средствах массовой информации. А зачем? А в чем вообще логика? Вы видите логику? Россия вторглась в Украину, а мы начали как бы обстреливать свои города. В чем логика? Ну, это так говорят просто на российских средствах массовой информации. Мы пытаемся понять. Ну, как бы это не так. Тут понятно. Сколько погибло солдат армии Российской Федерации? У вас есть доступ к телевизору? Ну, вроде, по-моему, около 12 тысяч говорили. Сколько раненых? Не помню. Около 30, что ли. 30 тысяч. Все. Ну, Ну, мы нет сделали связи, да. Мы вот сделали. 5 попыток позвонить. Я думаю, что тебе еще дадут возможность позвонить домой. Все, спасибо тогда. А так нельзя там это, допустим, маме там, ну просто смс-ку отправить. СМС, я не знаю, Димон, можешь здесь СМС отправить? Давай еще одну попытку. Ну, у ваших связи нету. То есть телефона выключен. Телевизор есть? Да. Новости смотрите? Ну, не получилось.